Всем привет! С вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, в этом видео я хочу ответить на один очень интересный вопрос на тему заполнения анкеты DS-260. Как заполнить эту анкету правильно и без ошибок, я рассказывала в пошаговой видеоинструкции, подсказка на которую сейчас появится вот здесь и в описании под видео. Вопрос будет касаться детей, которым вот-вот исполнится 21 год, или этот возраст уже наступил. Что в таком случае делать, и есть ли шанс у ребенка все равно получить грин-карт вместе с родителями? А в комментариях под этим видео я предлагаю задавать другие интересующие вас вопросы по теме заполнения DS-260. В ближайшее время мы отберем самые интересные, трудные и часто задаваемые вопросы и постараемся максимально точно на них ответить. Итак, поехали! Итак, что же делать, если на момент подачи заявки на участие в лотерее вашему ребенку было 20 лет, а на момент оглашения результатов ему уже исполнилось 21 или вот-вот исполнится? По правилам лотереи вместе с победителем претендовать на визу может супруг или супруга, а также дети до 21 года, не состоящие в браке. Однако проблема в том, что многие попадали в ситуацию, когда визу получить было можно, но из-за задержек в обработке кейсов срок истекал, и выдаче визы уже отказывали. Поэтому в 2002 году Конгресс США принял закон, защищающий некоторых детей от так называемого старения. Закон о защите статуса ребенка, который называется Child Status Protection Act, не меняет определение понятия «ребенок», но добавляет формулы расчета возраста, чтобы убедиться, что он соответствует правилам получения иммиграционной визы. Ссылку на закон я, конечно, оставлю в описании под видео. Благодаря этому некоторые дети старше 21 года все равно имеют право получить визу вместе с родителями. Этот закон регулирует только возрастные рамки и не влияет на требование не состоять в браке, которое остается в силе. Давайте разберемся в этой формуле и на примерах поймем, в каких случаях все-таки можно будет претендовать на визу. Возраст человека по формуле Child Status Protection Act рассчитывается путем вычитания количества дней, в течение которых ваше ходатайство находилось на рассмотрении из вашего возраста на момент получения миграционной визы. Простыми словами, для победителей лотереи это означает, что ко дню исполнения 21 года необходимо прибавить количество дней, прошедших между открытием регистрации на участие в лотерею и днем оглашения результатов. В случае с лотереей DV-2022, регистрация на которую началась 7 октября 2020 года, а результаты стали доступны 8 мая 2021, этот промежуток составляет 213 дней. Значит, претендовать на визу человек сможет, если на момент прохождения интервью с момента дня рождения прошло не больше 213 дней. Например, 21 год ребенку исполнился 10 апреля 2021 года. Результаты лотереи стали доступны лишь 8 мая, а собеседования начнутся только с октября. В таком случае претендовать на получение визы будет можно лишь в том случае, если ваше интервью будет назначено на дату до 9 ноября 2021 года. А если день рождения ребенка будет, например, 15 сентября 2021, то претендовать на получение визы можно будет в том случае, если интервью назначат на дату до 16 апреля 2022 года. Как видите, шансы получить визу есть, но все будет зависеть от даты прохождения собеседования. К сожалению, ускорить процесс назначения интервью по причине того, что время подходит к концу, невозможно, и он по-прежнему будет привязан к номеру кейса, готовности документов и скорости работы посольств. На данный момент, как вы знаете, из-за пандемии посольства США во многих странах все еще не работают, а если и работают, то делают это очень медленно. А потому в зоне риска оказались не только дети в пограничном возрасте, но и вообще все победители лотереи Green Card. Надеюсь, в будущем эта ситуация изменится и собеседования начнут проводить в нормальном режиме, как и раньше. На сегодня все, друзья. Надеюсь, вы получили ответ на интересующий вас вопрос. Если у вас есть дополнительная информация, которую вы считаете полезной, пожалуйста, делитесь с ней в комментариях. А я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.